Новое включение из Нанчанга. Все поднимутся. Сосиска быстро скрывается в зарослях. Нас на входе сразу встречает скелет. Double Sweet. А здесь отсюда Начанг виден весь. И целая коллекция разных змей. Думаю, там будет интересно и нам, и детям. Привет, друзья! Вы на канале Здесь Макс, и сегодня вторая серия с региона Нанчанг. Мы продолжаем наше исследование здесь и специально переехали в новый отель после недели, проведенной вот примерно там где-то в центре этого большого шумного города. Здесь мы переехали в отель чуть подальше от суеты, от людей, с таким прекрасным видом на море, на океан. И прямо сейчас я сделаю, не отходя от кассы, вам чё типа как, Белоснежка? обзор на наш новый отель, номер. Вот. Маша уже сидит на диванчике, здесь такой получился свит, double suite. Что интересно, здесь такой абажур, советский торшерчик. В принципе, все красиво тоже. Все нравится, здесь даже и душ есть, и душ, и ванна даже есть. Все очень красиво и органично смотрится. Ну а мы едем дальше. Так что, бинг-бинг, скит-скит. Пляж находится здесь также буквально 200 метров от отеля. Туда и направляюсь как раз сейчас прям. Людей вообще нет по сравнению с центром Начанга. И я взял сегодня свой жгут, потому что здесь, как и на центральном пляже, есть турники. У меня сегодня день спорта. Буду заниматься и просто купаться в море. По сравнению с толпами на центральном пляже Начанга здесь вообще никого нет. Но это и по кайфу. Можно спокойно лежать без шума, суеты и грязи. Так как я не являюсь фуд-блогером и еду специально не снимаю, потому что это займет очень много времени делать обзор на каждую местную еду, на каждую тарелку. Но вот сейчас покажу самое классическое блюдо, которое, наверное, знают все. Это, конечно же, знаменитый суп фобо. Вот так он выглядит, стоит от 1,5 до 2 евро максимум. Здесь вермишелька с мясом, обычно говядина. И дают еще лимончик, перец острый такой и салат, который надо туда крошить и с ним вместе есть. Это единственный, наверное, мой будет обзор на еду в Вьетнаме. Новое включение из Нанчанга. Сейчас жаркое утро, 10 утра, и мы наконец решили ехать смотреть водопады. Причина тому, что Мирослав немного перегрелся. Позавчера была небольшая температура, он полежал 2 денька, отдохнул в отеле. И сегодня он бодр сил и готов ехать уже на приключения, водопады, плавать, загорать, купаться. Сегодня у нас в программе просмотр небольшого храма буддийского. Дальше водопады известные, Баху Waterfalls. И дальше мы едем в какой-то большой пляж с валунами. Все это вы увидите прямо сейчас, в течение ближайших минут. После непродолжительной поездки, около 45 минут на такси, мы прибыли на место. То, что радует на первый взгляд, это здесь дикая природа. Почти нет туристов, то есть их почти нет. Мы видим человек 10 максимум. Это тоже очень сильно радует. Но идем на кассу покупать билетики. Кстати, здесь есть вот такая карта, показывает, куда и как надо передвигаться. Сейчас все будем это изучать.
Зашли мы внутрь этого парка. Очень ухоженная, красивая территория. Долго я стоял на кассе, выбирал, какой комбо-тикет взять, потому что там много разных предложений. Вот за 4 у нас вышло 870 тысяч, это почти 30 евро. И в них входит и поездка на баги, и купание в водопадах, и зиплайн покататься, и другие разные там развлечения. Поэтому я решил сразу взять этот билет, сейчас будем все это смотреть. Очень красивая здесь зеленая зона, мне все нравится, чувствуется вот эта природа, умиротворение. Как я понял, здесь еще есть встроенный кемпинг, где люди с палатками могут приехать отдыхать и, конечно же, поплавать в речке, на водопадах. Очень классное место на первый взгляд. И моя любимая табличка, как есть в каждом городе: I love Бахо. Водопады Бахо – это одно из самых красивых природных мест недалеко от Нячанга. Это целый природный комплекс, спрятанный среди джунглей и скал, куда приезжают не только ради фото, но и ради небольшого приключения, которое вы скоро увидите. Название Бахо переводится как «три озера». Водопады состоят из 3 уровней, каждый со своим природным бассейном. Чем выше поднимаешься, тем сложнее маршрут и тем меньше людей вокруг. Местами приходится буквально карабкаться по камням и скобкам, но именно это и делает место таким интересным. Внизу расположен ухоженный комплекс с дорожками, кафе и зонами отдыха, и даже кемпингом. А дальше начинается настоящая дикая природа: скалы, тропы, вода и джунгли вокруг. В озерах можно купаться, вода прохладная и освежающая, и идеально подходит после подъема по жаре. Водопады Бахо – это отличный вариант, если хочется сменить пляж на природу, немного размяться и увидеть совсем другой Вьетнам. Зеленый, живой и очень красивый. Подходим мы к первому интересному месту. Мы слышим, здесь вода течет. И пишет табличка, что еще 140 метров куда-то идти наверх, туда на водопад. Получается, по камням здесь лазить надо, по таким мостикам. Очень красивое место. Просто обожаю такое. Вот так мы начали подъем до первого озера, попутно рассматривая красивые виды вокруг. Взрослым было легко, а вот для Маши это было немного сложновато, но она с этим отлично справилась. Мы дошли до первого такого озера небольшого, водопада, а второй еще выше подниматься. Вон туда. Маша молодец. Прошла всю трассу. Сейчас занырнем, попробуем водичку здесь холодненькую. Искупнувшись на первом этаже, освежившись, мы полезли на второй этаж вот здесь. Маша тоже долезла. Вот там мы купались, здесь второй этаж с водопадом. А вон там еще третий есть этаж. Туда мы сейчас тоже чуть позже отправимся. Здесь, по-моему, прыгать нельзя. Хотя бы я с удовольствием бы туда сиганул. 7 метров здесь написано. Стартанули на третий водопадик. Маша уже подныла чуть-чуть, подвывает. Ползут туристы. Миро уже на самом верху. Машу я подтаскиваю. Вот сюда иди, да, вот сюда. Ага, левее, вот сюда. Поднялись мы на третий уровень. Здесь большое уже такое озеро. Придумали тарзанку, даже дети прыгают. Я сейчас сам с него прыгну.
Вьетнамцы прыгают. Сейчас мы протестируем тарзаночку, которую местные соорудили, а помню в детстве на такой прыгал. Да. Вдоволь напрыгавшись с этой маленькой тарзанки, я прям окунулся в детство, когда на речку ходили мы и прыгали с такой же тарзанки. Хайп просто. А сейчас я увидел, что здесь еще есть один подъем такой жесткий по скобкам. Наша туда не пойдет, потому что очень опасно. Ну а мы с Миро туда лезем. Let's go! Let's go! Блин, я думал уже здесь все, когда поднялись по этой стене. А здесь еще идти и идти. А я, блин, забыл в этот раз одеть свои сланцы. И ногам очень больно. Но уже раз пошли, нужно идти. Фу. Почти дошли до цели. Несколько скобочек здесь. Очень кайфовое, классное место. Мне это очень понравилось. Сильно. Природа, мало людей. Напоминает, когда мы Алин Waterfall ходили. Тоже такой кайф, природа, свежий воздух, нет никакого шума, туристов. Советую сюда однозначно приезжать. У нас в Миру осталось сделать пару аттракционов. Zipline и Skywalk. Миру уже одевается, готовится к полету. Мы готовы кататься на зиплайне. Нас отвезли такой в лес, где мы проезжали. Здесь надо подниматься долго по лестнице. И вот отсюда мы стартуем. Какая красота здесь. Что, мы готовы на старт. У-ху! Едем среди джунглей. Болтай. Вон Миро ждет. Фу, доехал я, но мне что-то очень не понравилось. Больно, во-первых, здесь крепление делает. Ну и что-то ощущений так себе. Фигня на самом деле. Сейчас ждем Миро. Он, наверное, тоже сейчас прифигеет. Слышу шум, едет где-то. Вот он, колбаса. Сосиска быстро скользит по канату над рекой и скрывается в зарослях. После купания на водопадах Даша нашла какой-то богом забытый храм. Здесь даже водитель, наш такси, не знал про него и удивился, говорит, как туда ехать. Вот мы сюда приехали, надеюсь, здесь что-то будет вообще, что смотреть. Но вокруг я вижу только стройку, много людей, каких-то рабочих работают. Вот только есть статуя Будды или кого это. И какие-то ступеньки наверх, сейчас поднимемся, посмотрим, что там есть. Пока я буду подниматься по этим ступенькам, я опять же вам посоветую, друзья, мы сегодня опять договорились с таксистом, только делайте так же, как в Бали. Заплатили ему около 25 евро за целый день, и он нас возил и будет возить еще сегодня туда, куда мы захотим. Привез на водопады, мы там отдыхаем, он нас ждет, 2-3 часа садимся, в такси прыгаем, он дальше нас везет на нашу другую точку, и так целый день. Это намного удобнее, чем пользоваться грабом, и дешевле даже. Короче, здесь ничего интересного нет, идет полная реконструкция. Я вот дверку приоткрыл, чуть-чуть эту железную. И смотрю, вот здесь находится сам храм этот. Но зайти туда нельзя, как я понял.
Сразу же уезжаем мы отсюда. И последняя точка на сегодня у нас будет. Это один из интересных пляжей. Хончон называется. Недалеко уже от Начанга. Там по описанию есть какие-то огромные валуны с отпечатками великанов, которые вышли с океана. Сейчас проверим все это. Последняя точка, друзья, на сегодня это пляж Хончон. Вход, я думал, здесь бесплатно, но здесь вход нам надо заплатить было 1 евро с человека. Вход такой красивый здесь. Какие-то фонтанчики, листики и какое-то представление. Мы слышим музыку такую вьетнамско-буддийскую. Вот якобы это знаменитое место. Ну что мы видим? Просто камни с красивым видом. Вот побережье северного Начанга. Надо попробовать мне подняться вон туда наверх. Там, наверное, будет покрасивее. Красиво. Самое интересное, друзья, что я так и не нашел, где здесь оставил великан отпечаток на этих камнях. Вижу здесь просто какую-то табличку, на которую люди становятся и фоткаются с красивым видом. Но самого отпечатка великана я не нашел. На этом сегодняшний день заканчивается. Сейчас просто пойдем поплаваем в море, отдохнем, покушаем и спать уже. А завтра мы поедем в известный здесь парк, который находится на соседнем острове, парк развлечений с аттракционами, животными. Это, конечно же, парк Wind Pearl. На следующий день, хорошо выспавшись и заранее купив билеты, мы, как и планировали, выдвинулись на остров Wind Pearl. Подходим мы к порту этому, или как это правильно назвать. Точка отправления вот этих кабинок. Вижу, здесь сразу билеты продают, но нам не нужно, мы уже заранее купили. Сейчас будем заходить внутрь. Вот то, о чем нам рассказывали некоторые блогеры. Вот видите, вот эти все линии. Здесь иногда стоят люди, ждут по 2 часа только, чтобы сесть в кабинку. А нам повезло, нет ни одного человека, мы сейчас сразу уезжаем. Вот и наша кабиночка. Опля, все сели? Да! Как на лыжах. Только без лыж. Открывается просто шикарный вид, такое красивое море. Лазурное здесь. Сейчас мы, наверное, поднимемся на самую высокую точку. Вот этот столб где. А здесь отсюда Начанг виден весь. Вот, самая высшая точка, подъезжаем. Здесь, наверное, метров 50, наверное. Это прикольно. Спустя буквально 10 минут мы уже подъезжаем к этому прекрасному острову и городку. Выглядит очень красиво, все такие разноцветные здания. Они решили сымитировать, наверное, какой-то европейский городок. Типа там какой-то Копенгаген, наверное, что-то такое. Какой-то северный. Мы вышли с кабинок, и нас сразу встречает какое-то шоу морячков и морячек. Сразу ощущение, что попали в какой-то смесь европейского города какого-то с Диснейлендом вперемешку. Куда идти здесь сразу непонятно, спросил у местного гида. Здесь он сказал, идите вот туда, там будет вход в сам парк Wind Wonders. А здесь находятся, как я понял, разные
бутики, сувениры и так далее. Вот здесь уже видно написано Владивосток. Продают шапки и даже засушенный крокодил здесь есть. Это крокодил Гена. Вышли мы на площадь чуть дальше, так красиво тоже выглядит. Все, базара нет. Базар нет. Шикарно, я не думал, что так выглядит все красиво. Здесь построили декорации, фонтан такой какой-то греческий, греческо-итальянский. А вот и сам вход в парк этот аттракционов Win Wonders. Нам еще надо 20 минут подождать, прежде чем мы сможем туда зайти, а пока я пройдусь к морю, посмотрю на Начанг с другой стороны. Кстати, плюс то, что мы сюда приехали в 4 часа, то, что уже жара немного спала, хоть я и сейчас на солнце нахожусь, но уже не так жарко, как днем, свежесть от моря дует, поэтому для меня сейчас это идеальное время. Здесь, наверное... вот здесь расположен отель, я вижу, кто люди хотят отдыхать. Отдыхают. Тут в отеле можно ночевать, получается. Там аквапарк, наверное, где-то есть. Здесь пристают яхты. А вот и вид на сам Начанг. Как будто на Дубай из залива смотришь. Красиво очень. Часики пробили ровно 4 p.m. Любого shape, size, height. И мы двигаемся в входу в этот парк. Здесь уже стоят китайцы, готовые разорвать все очереди. Все, друзья, мы внутри. Нашему взору предстал такой замок. Конечно, это просто макет, в нем ничего нет, ни ресторанов, ни отелей. И мы, наверное, двинемся вправо изучать весь парк. Хотя бы успеть круг за сегодня, за 2 часа, за 3, которые у нас есть. Нам выдали вот такую карту парка, вот здесь мы вошли, здесь видно все есть, вот эти аттракционы, карусели, зоопарк, еще карусели с садом каким-то и целый огромный аквапарк. Постараемся вот этот весь круг сейчас сделать. Мы находимся на самом входе в зоопарк. И он начинается с такого озера. Здесь красивейший фламинго. Красивый, Маш, фламинго? Да. Смотри, сколько много. Моих любимые. Посчитай их. Они твоего любимого розового цвета. После аттракционов мы решили пойти гулять по зоопарку. Место оказалось реально интересным. Большая территория, много разных животных, и все сделано аккуратно и ухоженно. Животных здесь много, вольеры просторные, а гулять по парку приятно даже просто так. В целом место оставило очень хорошее впечатление. Спокойно, красиво и идеально подходит для прогулки и отдыха. Нам тут очень понравилось. Последний аттракцион, на который мы шли, хотели на него успеть. Это, конечно же, огромное колесо обозрения, которое видно с самого Начанга. И оно еще открыто, и мы на него успеваем перед шоу самим вечерним, на которое мы пойдем потом. Мы поднялись уже почти на самую высоту. Посмотрите, какой здесь прекрасный вид. В глубине острова мы видим здесь вилл, сколько с прямым выходом на пляж. А вот это все, это парк аттракционов, где мы сегодня были. Вот здесь отсюда видно весь аквапарк сверху. Высота, конечно, это, наверное, самое большое колесо обозрения, на котором я был. А отсюда видно весь город Win Wonder с канатной дорогой. И надпись, которую видно с пляжа любого Начанга. Заканчиваем мы наш визит, друзья, этого прекрасного места. Осталось нам только посмотреть, в 7 вечера будет шоу какое-то световое, фонтанов.
И все, и потом уже будем двигать домой. Что хотелось сказать. Первое, не слушайте хейтеров, которые в YouTube, в TripAdvisor пишут плохое про этот парк. На самом деле мне этот парк очень сильно понравился. Да, здесь нет аттракционов, их строят в данный момент, идет стройка, там всего работает 3 аттракциона, но здесь огромный аквапарк, огромная территория для прогулок, отличный зоопарк, очень мне понравился. И еще есть несколько садов по странам, куда я даже не ходил, у меня даже не хватило на это времени. Поэтому парк очень классный, посмотрите, как все красиво светится здесь. Я обязательно вам советую сюда прийти, посмотреть своими глазами. Наверное, надо обязательно идти в аквапарк, чтобы освежиться. Но берите билет на целый день и желательно на неделю, чтобы было меньше людей. Ну а мы едем дальше. Ну а дальше, немного посмотрев вечернее шоу фонтанов и прогулявшись по ночному парку, мы довольные отправились домой. На этой прекрасной ноте этот насыщенный день подошел к концу. Сегодня на улице что-то прям очень жарко, наверное, градусов под 40 жара давит, и мы решили не ехать сегодня, хотели поехать на водопады посмотреть, но слишком жарко, поэтому решили перенести эту поездку на следующий день, завтра или послезавтра, а сегодня мы направляемся в музей океанографии, который здесь недалеко от нашего отеля расположен, он находится в здании французской колониальной архитектуры, я посмотрел, ему там уже около 100 лет. Думаю, там будет интересно и нам, и детям. Заходим в музей мы, билет стоит смешную цену, там евро 20 центов, наверное, за взрослого, 50 центов с детей. Нас на входе сразу встречает скелет кита огромного. Очень массивно это все выглядит. Я представляю, когда говорят, что человек попал вот в этот рот внутрь. Сразу инсульт будет с инфарктом вперемешку. Пару слов о музее, друзья. Этот музей существует уже почти 100 лет и был основан еще в начале 20 века. Внутри огромная коллекция морских обитателей, от кораллов и редких рыб до скелетов китов и акул. Здесь можно увидеть, насколько разнообразен подводный мир Вьетнама и всего Южно-Китайского моря. Меня особенно впечатлил аквариум и экспозиции с глубоководными существами. Такие вещи редко увидишь вживую. После этого музея море рядом уже воспринимается совсем иначе. Понимаешь, сколько всего скрыто под водой. После аквариума, где плавало много рыб, мы зашли в зал. Здесь больше расположены такие мумии, засушенные животные разных типов. Вон скаты вижу, огромные рыбы какие-то и целая коллекция разных змей заспиртованных. Гадость наша? А на 3-м этаже здесь сделали как целую выставку, лабораторию, туда уж ходить нельзя. Все виды и подвиды морских животных Вьетнама, их здесь больше 20 тысяч, как я понял. Туда ходить нельзя, смотреть, наверное, чтобы люди не перевернули эти баночки. Наверное, только школьники приходят на уроках биологии, их возят сюда и показывают. Вот здесь только есть несколько экспонатов, можно посмотреть. Все заспиртованные существующие рыбы, и не только рыбы во Вьетнаме. Заканчиваем мы визит этого океанариума. Ну что сказать, мне понравилось, хотя он небольшой. У нас где-то заняло это где-то час-полтора. Здесь ходить, смотреть, что из интересного. Много экспонатов, много рыб красивых. И за цену билета в 1 евро, думаю, разговора нет.
приходить сюда или нет. Думаю, детям всегда такое понравится, да и не только детям, но и взрослым. Ну а мы едем дальше. Ну а мы продолжаем визиты окрестностей Чанга, и сегодня мы поедем смотреть новую пагоду, храм буддийский, Нгиашон называется. В интернете пишут, что там все аутентично, красиво, мало туристов. Сейчас мы глянем, что там. А потом уже двигаемся на новый пляж, чтобы немного сменить обстановочку и покупаться на новом пляже. Довез нас таксист, такое красивое очень местечко, вокруг холмы, горы, сейчас я вам все покажу. Ни души, ни одного человека, только вот такие ворота, на которых написано название этой пагоды. Нгиашон, по-моему, произносится правильно. И мы заходим внутрь, начинаем изучать аутентичный, настоящий Вьетнам. Друзья, какое здесь прекрасное место. Здесь вот веет немножко Бали, вот этими храмами, в которыми мы в том году посещали, где нет туристов, тишина, спокойствие, благодать. Я не пойму туристы, которые ездят смотреть переполненные храмы инстаграмные, когда вот такое прекрасное место есть, где нет ни одной души. Ходите, наслаждаетесь природой, красотами здания, этой настоящей аутентичностью. Поэтому сюда я вам сразу советую, если вы любите уединение, приезжать. Пагода Нгиашон на Чанге – это место, о котором знают в основном местные. Туристы сюда почти не доезжают. Здесь нет сувенирных лавок и шума, только тишина, природа и ощущение полного спокойствия. Эта пагода расположена чуть в стороне от туристических маршрутов, среди зелени и холмов. Ехать туда хотят не все таксисты. Легче всего добраться туда на байке. Она не такая масштабная и раскрученная, как другие храмы, но именно в этом есть и ее прелесть и особенность. Здесь все выглядит очень по-настоящему. Простая архитектура, аккуратная ухоженная территория, статуи Будды и полное ощущение, что время здесь течет очень медленно. Интересный факт. Подобные пагоды часто служат не только храмами. Здесь могут проводить медитации, духовные практики и просто поддерживать порядок без всякого туристического ажиотажа. Сюда приезжают не за фотографиями, а за тишиной и внутренним балансом. Гуляя по территории, мы неожиданно нашли человека, который был управляющим этого места. Он просто лежал в гамаке, чилил и наслаждался жизнью, показывая всем своим видом, как именно и нужно проводить время в таком месте. Именно такие локации раскрывают Вьетнам с другой стороны. Заканчиваем мы визит этого прекрасного места. Дарья, поделись своими впечатлениями. Ну, очень красивый храм, и самое главное, что здесь нет ни души. Чувствуется вот это вот умиротворение, спокойствие. И вот намедитированные вот эти места, они очень священные. Чувствуется. И главное, нет людей! Ну а мы двигаемся дальше на пляж купаться. Чтобы добраться до пляжа, куда мы только что приехали, у нас возникла проблема, потому что храм буддийский, который мы смотрели, там вообще не ловила сеть, невозможно было вызвать граб. Нам пришлось автостопом на трассе тормозить машины, хорошо один остановился,
подвез нас до места, где уже ловила мобильная связь. Оттуда мы заказали граб такси, доехали до пляжа. Вход здесь 80 тысяч человек за взрослого, на детей бесплатно. Сейчас будем смотреть, что за такое красивое место здесь. Вот так выглядит это райское место. Похоже немного на Гили. Белоснежный песочек, волны. Такая обстановочка острова. Пляж Нутьен-Бич мы нашли абсолютно случайно, просто копаясь в картах Google Maps. Он находится на юге Начанга, примерно в 10-15 минутах езды от центра города. Пляж оказался очень уютным, с белоснежным мягким песком и чистым спокойным морем. А вокруг красивейшие виды, которые вы сейчас видите на кадрах с дрона. Здесь немного туристов, есть несколько кафе, где можно перекусить, а еще отличное место, чтобы поплавать с маской и просто спокойно провести время у воды. А сейчас, друзья, мы протестируем эту замечательную водичку. Я вижу отсюда, что она очень прозрачная. Я пошел. Водичка просто огонь здесь. Чувствуешь себя на Мальдивах или на островах Гили. Или на Бали, на юге, где мы были. Улу-Лату просто кайф. Она очень прозрачная. Посмотрите, я сейчас опущу камеру. Но я поплавал уже немного с маской здесь. Не очень много рыбок. Только я вон туда отплыл кораллом. Там уже были кое-какие цветные рыбки. Но, конечно, с омедом это не сравнить. Друзья, на этом вторая серия нашего путешествия по Начангу подходит к концу. Этот город точно запомнится нам своими пляжами, атмосферой и неожиданными находками. Ну а в следующей серии мы отправимся в одно из самых красивых и атмосферных мест Вьетнама – город Хоян. Это настоящая жемчужина страны. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить продолжение нашего путешествия. Спасибо, что были с нами. Пока.